Здравствуйте! И снова добро пожаловать на наш канал. Сегодня готовим сырные лепешки с зеленью. Мягкие, ароматные, нежные и тянущиеся. Посмотрите на эту красоту. Золотая корочка, внутри сочная сырная начинка, а аромат просто невозможно устоять. Это идеальный вариант для завтрака, перекуса или уютного семейного стола. Готовится быстро, а вкус получается такой, что хочется готовить каждый день. Теперь давайте посмотрим, что нам понадобится. Для теста нам нужны мацони или греческий йогурт, яйцо, сода, соль, сахар, растительное масло и мука. Для начинки творог, сыр чеддер, сыр пармезан романо, немного сметаны и свежая зелень, зеленый лук и укроп. И для смазывания немного сливочного масла. Начинаем готовить. Сначала подогреваем мацони или греческий йогурт слегка, чтобы он стал теплым, но не горячим. Теперь добавляем соду. Добавляем соль. Сахар и хорошо перемешиваем. Посмотрите, начинается реакция. Масса поднимается и становится воздушной. Теперь добавляем растительное масло и снова соединяем все до однородности. Вбиваем яйцо и продолжаем перемешивать ложкой. Смесь становится гладкой и шелковистой. Теперь постепенно добавляем муку. Сначала вмешиваем ложкой, а когда масса становится плотнее, продолжаем руками. Замешиваем до тех пор, пока тесто не станет мягким, упругим и перестанет липнуть к рукам. Смазываем емкость небольшим количеством растительного масла, чтобы тесто не прилипало. Кладем его внутрь, накрываем и оставляем отдыхать примерно на 30 минут при комнатной температуре. А пока тесто отдыхает, готовим начинку. Соединяем творог с натертым чеддером и пармезаном романо. Перемешиваем, чтобы получилась почти однородная масса. Добавляем ложку сметаны и снова перемешиваем. Начинка становится нежной и кремовой. Теперь мелко рубим зелень, лук и укроп и добавляем к нашей сырной смеси. Перемешиваем в последний раз и оставляем начинку на столе. Теперь снова возвращаемся к тесту. После отдыха оно стало мягким, эластичным. Самое время немного промять его и растянуть руками.
чтобы структура стала еще лучше. Оставляем еще на 15 минут. И теперь оно готово к работе. Делим тесто на 8 равных частей. Каждую часть скатываем в аккуратный шарик, накрываем и даем отдохнуть еще 15 минут. А тем временем делим и начинку тоже на 8 частей. И формируем такие же шарики, чтобы все было ровно и удобно. Теперь начинаем формировать лепешки. Присыпаем стол мукой. Берем первый шарик теста и аккуратно раскатываем в ровный круг, примерно одинаковой толщины по всей поверхности. Кладем в центр шарик начинки и начинаем собирать края теста к центру, закрывая начинку как в мешочек. Аккуратно защипываем и очень нежно раскатываем снова, чтобы лепешка стала плоской, но начинка не вышла наружу. Повторяем то же самое со всеми заготовками. Разогреваем сковороду на среднем огне. Масла не добавляем. Лепешки жарятся на сухой сковороде. Когда поверхность хорошо прогревается, выкладываем первую лепешку. Обжариваем до тех пор, пока снизу не появится красивый золотистый цвет. Потом переворачиваем и жарим вторую сторону. Время зависит от вашей плиты и сковороды, поэтому просто посмотрите на румяность. Оно само подскажет, когда пора переворачивать. Готовые лепешки смазываем кусочком сливочного масла, чтобы они стали еще мягче, ароматнее и не пересыхали. Посмотрите на этот результат. Стопка теплых, румяных, мягких сырных лепешек. А теперь разрежем одну
и посмотрите, как тянется сыр и как красиво смотрится зелень внутри. Настоящее удовольствие. Готовьте с любовью и обязательно попробуйте этот рецепт. Он простой, быстрый и потрясающе вкусный. До свидания. Спасибо, что были с нами. До следующих встреч.